Может быть, что-то меняется, наконец, в России, где главными борцами за права инвалидов всегда были сами люди с ограниченными возможностями? Пожалуй, меняется. Еще один пример. Таких людей все чаще готовы брать на работу. Речь не о специализированных предприятиях, какие были и в советское время, например, при Всесоюзном обществе слепых, а о самых обычных, где необычные люди могут трудиться наравне со здоровыми. Наталья Боровикова убедилась, от такого сотрудничества выигрывают все. Здесь мой компьютер, здесь документы, с которыми я работаю, здесь офисная техника. Этот уголок Ольга называет идеальным рабочим местом. Девушке, которая передвигается только в инвалидной коляске, не приходится делать лишних движений, которые могут быть физически трудными. Менеджером по продаже электрооборудования Ольга устроилась еще осенью. Для директора небольшой фирмы это был чистой воды эксперимент. Сотрудники с ограниченными физическими возможностями здесь еще не работали. Через полгода работодатель уверяет, Ольга просто бесценное приобретение. Она работу на дом берет. Она согласна, и даже не то, что согласна, она с удовольствием еще просит, чтобы там задержаться на работе. Это не есть плохо, что вот я, допустим, пользуюсь, да, что она у меня работает. Ей-то ведь тоже, ей-то это приносит удовольствие. Пока удовольствие от работы для Ольги омрачает лишь одно. Добраться до офиса у метро «Ботаническая» самостоятельно, если ее не везут на машине, практически невозможно. Кругом преграды, высокие поребрики, подземные переходы, крутые горки. Зато в самом офисе, небольшой комнатке, где работают 3 человека, даже менять ничего не пришлось. Хотя большинство работодателей до сих пор уверены, если принимать на работу инвалидов, проблем с устройством рабочих мест будет масса. Для инвалида таких особых требований нет. Они такие же работники, как все остальные. А так, чтобы сказать, что где-то законодательно определено, что вот именно метры, освещенность, вот такая особого нет. Без нюансов, конечно, не обходится. Все условия труда для инвалидов прописаны в его личной карте реабилитации. Но чаще всего взять инвалидов на работу не могут только те предприятия, где вредное производство. Например, металлургическое. Все остальное не под запретом. А если мы организуем связь между лидерами, между людьми, между единицами систем, понимаешь, да? При давлении на центр спадает, да? Прямоугольная комнатка в одном из офисных центров. Кресло и ноутбук. Хотя Олег Колпащиков совсем не видит, для работы ему больше ничего и не надо. Разрабатывать новые бизнес-идеи можно в любых условиях. Слышно меня хорошо? Слышно, так. Ага. Сейчас приспособимся. Угу. Значит, я по мастер-классу, в принципе, с Ириной Анатольевной договорился. Константин Баранников, работодатель Олега, утверждает, руководить инвалидами сложно. Они лидеры по натуре из-за того, что им пришлось и приходится переживать каждый день. Но игра стоит свеч. Ограниченные физически часто работают лучше, чем здоровые люди. От Олега, говорит его начальник, он даже слова «проблема» никогда не слышал. Только готовые решения. Открывается просто другой мир, который другой по силе, по духу, по энергии. Скорость реакции колоссальная, скорость интеграции колоссальная. Объединяют там на щелчок, все к обеду готово. Вот мистика. То есть нам раскачаться нужно, представить, подумать. Не надо думать. Вернее, уже сделано. Но рабочий мир для инвалидов с головы на ноги встать так и не может. Из 140 тысяч трудоспособных инвалидов в Свердловской области работает мизерная часть, не больше 10%. И чаще всего на предприятиях, где производство изначально выстроено под людей с ограниченными физическими возможностями. Половина сотрудников там инвалиды, а организации получают значительные налоговые льготы. В реабилитационном отделении Екатеринбургского центра по лечению профессиональных заболеваний работают 7 массажистов. Все инвалиды по зрению. Людей не видят, чувствуют. Почти у всех есть боли, напряжение спины, есть, скажем так, всякие вещи, связанные с тем, что мы неправильно сидим, неправильно работаем. Михаил потерял зрение еще когда был ребенком. Массажем занимается уже много лет. Точно знает. Сначала надо расположить человека к себе, а потом уже дарить радость. Так мужчина называет процедуру массажа. Меня, может, просто не отвлекают какие-то другие, да, ощущения. То есть у меня все ощущения там в руках, там в слухе, да, то есть я слушаю пациента, то есть и руками тоже. Слушать руками за день Михаилу приходится больше 15 человек. И большинство становятся постоянными клиентами. Работа с бумагами в областном центре инвалидов для Константина стала буквально новой жизнью. У молодого человека церебральный паралич, и найти для себя занятие, которое бы еще и доход приносило, было невозможно. Но его, как говорят в центре «Светлую голову», здесь заметили еще на реабилитации и дали молодому человеку столь необходимый ему шанс. Он научился уже более-менее хорошо говорить. У него были дефекты с речью небольшие. Сейчас эти дефекты уже
потому что постоянно приходится отвечать по телефону, давать консультации по телефону. Центр реабилитации инвалидов как государственное предприятие льгот из-за работающих инвалидов не имеет совсем. Но 20% сотрудников здесь именно люди с ограниченными физическими возможностями. На работу в центр в качестве соцработников, тренеров или методистов устраиваются по той же схеме, что и Константин. Приходят на реабилитацию, покоряют руководителей с желанием трудиться и остаются уже сотрудниками. Это жизнь, это движение. Потому что кто не двигается, тот не живет. А даже если, например, вот в жизни был, там на работе бывает, не всегда все идеально получается, но есть такая мудрая поговорка: упал, встал, двигайся вперед. И уже эти трудоустроенные инвалиды для себя определяют новую цель – помогать двигаться дальше таким же, как они. Инвалиды-колясочники в Центре реабилитации работают над программой управления инвалидной коляской, чтобы она действительно не стала преградой в жизни. Он должен сам себя научиться обслуживать в тех условиях, в каких он находится. Ни дома, ни в квартире, я не знаю, где там еще, ни на даче там, да. В первую очередь в обществе. И этот первый шаг в преодолении самого себя, говорят, здесь запросто может стать, если не началом новой жизни, то хотя бы карьеры. Наталья Боровикова, Константин Елымов, Олег Потапов, Александр Кукарцев, Вячеслав Шайдуров. Вести Урал. События недели.